Как подключить фотоаппарат к микроконтроллеру? В качестве примера я буду использовать Arduino Uno, но можно использовать и любой другой микроконтроллер. У большинства камер есть разъем, к которому подключается спусковой тросик. У моей камеры он находится вот здесь вот и выглядит вот так вот, как 3 контакта. Чтобы понять, зачем нужны эти 3 контакта, давайте посмотрим, как работает кнопка спуска затвора. Если нажать ее не до конца, срабатывает механизм фокусировки. А если нажать кнопку полностью, происходит съемка. Теперь вернемся к разъему. Если замкнуть верхний контакт с правым, камера начинает фокусироваться. Это работает как неполное нажатие кнопки. А если замкнуть верхний контакт с левым, то камера делает снимок. Я взял кабель с нужным разъемом и разрезал его. Теперь нужно определить, какой провод соответствует какому контакту. Замыкаю эти 2 провода, срабатывает фокусировка. Замыкаю другие, камера делает снимок. С проводами определился, белый провод мне не нужен. На каких-то камерах разъем может быть таким, но принцип поиска контактов будет одинаковый для всех. Просто подключить эти провода напрямую к микроконтроллеру нельзя. Для этого понадобится еще один компонент – оптопара. Его можно купить отдельно, но я выпаял его из старого блока питания. Как работает эта оптопара? С одной стороны оптопары установлен светодиод. Когда на него подается питание через токоограничивающий резистор, он начинает светиться. С другой стороны находится фототранзистор с выводами коллектор и эмиттер. Когда свет от светодиода попадает на него, транзистор открывается и начинает пропускать ток. Получается своеобразный электронный выключатель. Одна цепь управляет другой с помощью света. При этом между ними нет прямого электрического соединения. Вот так выглядит схема подключения. На оптопаре есть вот такая вот точка. Это тот контакт, куда нужно припаять цифровой пин. Также понадобится резистор на 330 Ом, чтобы ограничить ток и не повредить микроконтроллер. Припаиваю один резистор к ножке оптопары, другая ножка оптопары подключается к земле. С другой стороны оптопары я припаиваю 2 провода, которые идут от камеры. Кабель для подключения камеры к микроконтроллеру готов. Для теста написал простую программу, которая делает снимок каждые 5 секунд. Как видим, все отлично работает. Заодно покажу, как подключить вспышку. Вспышка срабатывает, если замкнуть центральный контакт с корпусом, поэтому можно подключить сюда вот так вот эту оптопару. Таким образом, теперь микроконтроллер может управлять и вспышкой. Давайте теперь подключим какой-нибудь датчик. Я буду использовать обычный светодиод в качестве датчика. Написал простую программу, при попадании света на светодиод камера делает снимок. Также установил минимальный порог срабатывания 100 единиц, чтобы контроллер не реагировал на случайные шумы. Давайте проверим. Я выключаю свет, затем включаю. Все работает. Камера сразу делает снимок. Теперь попробуем использовать эту систему в реальной съемке. Я возьму магниевую вспышку, и как только она загорится, камера должна сделать серию снимков. Потом я выберу самый удачный кадр. Как видим, все отлично работает. Теперь можно подключать и другие датчики, также писать необходимую логику для самых разных задач.